Привет, с вами Гео. Сегодня у нас будет необычная история. Вместо маньяков и грабителей банков мы поговорим про легендарных преступников прошлого, про ассасинов. Этот орден несколько веков наводил ужас как на европейцев, так и на мусульман. Ассасины буквально стали синонимом для наемных убийц. Но, как и любая легенда, в их истории много неправды, глупостей и фейков. И я попробую во всем этом разобраться. Правда ли ассасины были мастерами фехтования и маскировки? Правда ли беспрекословно слушались лидеров даже ценой своей жизни? Давайте разбираться. Итак, сначала давайте отправимся в конец XI века, когда великий визирь Сельджукской империи по имени Низам аль-Мульк ехал в Багдад. Это был один из самых уважаемых людей средневекового исламского мира, а его сочинение под названием «Книга правления» оказало большое влияние на творчество другого известного теоретика политики итальянца Макиавелли. Так вот, ехал этот Назим спокойно, никого не трогал, как вдруг к нему подошел человек, одетый как исламский монах. Он обратился к визирю с какой-то просьбой, а потом неожиданно выхватил кинжал и несколько раз ударил его в грудь. Это было первое убийство в истории, совершенное ассасином. С него началась история 150-летнего политического террора на Ближнем Востоке. Но вокруг самого убийства тут же возникло много самых разных слухов. Классическая версия причин смерти визиря Низама дошла до нас из работы английского писателя аж 19 века Эдварда Фиджеральда. Тогда он занимался переводом сочинений Омара Хайяма, предисловие к которому написал сам. Так говорилось о трех великих людях старого исламского мира – самом Омаре Хайяме, визире Низаме аль-Мульке и Хасане Сабахе, который стал основателем ассасинов. Фиджеральд рассказывает красивую историю, как в молодости эти великие люди вместе учились и дружили. Тогда они договорились, что тот, кто первым достигнет в жизни успеха, поможет остальным. Первым стал Низам аль-Мульк. Его назначили визирем. Тогда он по уговору предложил обоим друзьям высокие должности при дворе. Хайям отказался от предложения и попросил вместо этого деньги на продолжение учебы. Низам денег дал, а также построил для старого друга обсерваторию. А вот Хасан предложение принял. Но вскоре между ним и Низамом началась борьба за внимание султана, и они поссорились. Тогда Хасан сбежал из дворца на север Персии, где захватил крепость Аламут, основал орден ассасинов и послал к старому товарищу убийцу. Это интересная версия, но скорее всего абсолютная неправда. Она не встречается нигде, кроме того самого предисловия Фиджеральда. Так что, вероятно, писатель ее полностью выдумал. Правдивы там только имена исторических персонажей. Хасан ибн Сабах действительно захватил крепость Аламут и создал ассасинов. Но его история была намного сложнее и запутаннее той легенды, которую нам предложил Фиджеральд. Вот о ней я сейчас и расскажу. Я долго наблюдал за тобой из тени. Ты только и делаешь, что смотришь свой телефон. Бесцельно тратишь драгоценные секунды своей жизни. И я пришел. Чтобы освободить тебя. И отобрать телефон. С чего ты решил, что я бездельничаю? У меня тут книги вообще-то. Что? Где? Вот новое приложение «Строки». Книги, подкасты, аудиокниги. Все в твоем телефоне. Здесь есть все, что нужно для интеллектуального отдыха. Удобная навигация поможет каждому найти то, что нужно. Жанровые новинки, классика и бестселлеры. Кстати, в «Строках» есть много эксклюзивного контента, который доступен только здесь. Интересно. Например, рекомендую новую книгу Насима Талеба «Антихрупкость» про то, как жить в условиях неопределенности, как сталкиваться с хаосом и оставаться невредимым. И что мы по природе своей на самом деле сильнее, чем привыкли о себе думать. Рекомендую. Переходите по ссылке, скачивайте приложение и открывайте для себя дивный книжный мир. Можно посмотреть? Конечно. Держи.
Пробный период на 14 дней? Замечательно. Итак, свое начало ассасины берут из долгой практики политических убийств в древнем исламском мире. Достаточно сказать, что из первых 4 праведных халифов 3 умерли не своей смертью. Второго халифа Умара зарезал принявший ислам перс из-за личной обиды. 3-го халифа Усмана убивали уже толпой и политическим мотивом. 4-й халиф Али стал жертвой тщательного спланированного заговора. Все это говорило о серьезных противоречиях среди мусульман. Главный спор в исламе тогда шел о принципе передачи власти. Пророк Мухаммед дал много указаний чуть ли не на все случаи в жизни. Но этот важный вопрос оставил на усмотрение своих последователей. Видимо, зря, потому что это тут же стало почвой для конфликтов. Большая часть мусульман считала, что власть надо передавать лучшим из них, что, надо сказать, было очень прогрессивно для тех времен и позднее получило в Европе название принципа меритократии. Но вот другие мусульмане склонялись к более традиционному принципу – передавать власть по наследству. После убийства халифа Али, который устраивал обе группы, мусульмане окончательно перессорились и образовали 2 течения, которые существуют до сих пор – сунниты и шииты. Все это с годами накладывалось и на все большее экономическое расслоение и территориальную раздробленность. Взрывной рост халифата в первые десятилетия привел к тому, что теперь ислам начал объединять очень разные земли и народы. Чем успешнее шли завоевания и чем больше они приносили добычи, тем шире становился разрыв между богатыми и бедными. Да и с меритократией тоже как-то не заладилось. После первых 4 халифов власть стали захватывать не лучшие, а те, у кого просто была большая армия. Шииты находили в этом подтверждение своей позиции, мол, вся эта фигня происходит потому, что власть передается неправильно. Вот общество и отошло от тех идеалов, что заложены в Коране. Чтобы вернуть все как было, шииты стали потомками или родственниками Мухаммеда, которым они придавали полубожественный статус. Однако и у передачи власти по наследству есть свои минусы. Наследников обычно много, и всегда можно поспорить, у кого из них больше прав на лидерство. Так что и шиизм быстро начал дробиться на многочисленные течения, враждующие друг с другом не менее яростно, чем все вместе они враждовали с суннитами. Политические убийства, понятное дело, в такой обстановке не прекращались. Если первых халифов обычно резали или забивали толпой, то первых имамов предпочитали травить. Что интересно, нередко эти имамы даже не были шиитами. Звучит странно, но сейчас объясню. Как правило, такие вот потомки пророка были вполне себе традиционными суннитами. Ни на какую власть не претендовали и никак за нее не боролись. Однако они были потомками Мухаммеда, и уже это делало их в глазах шиитов непогрешимым носителями тайного знания и божественного духа. Самим имамам такое обожание счастья не приносило и нередко заканчивалось для них отравленным напитком. Так, например, случилось с имамом Джафаром. Он был ученым, занимался разработкой исламского правоведения и, видимо, придерживался вполне традиционных религиозных взглядов, поскольку его ученики позднее основали 3 из 4 суннитских правовых школ. Но параллельно своей основной деятельностью он был имамом шиитов и объектом их поклонения. В 765 году его отравили в Медине. У Джафара было 10 сыновей, и его смерть привела к тому, что шиизм раскололся сразу на несколько направлений. Кто-то верил, что имамом должен стать один сын, кто-то, что другой. Но была и еще одна интересная проблема. У Джафара был старший сын Исмаил, который умер раньше отца и, по идее, ни на какую власть претендовать не мог. Но вдруг появились люди, которые утверждали, что на самом деле Исмаил не умер, а был надежно спрятан, чтобы защитить его от убийц. Поэтому они стали призывать считать официальным наследником не живых детей Джафара, а уже мертвого Исмаила, из-за чего, естественно, тут же поссорились со всеми остальными. Этих людей стали называть исмаилитами, и они создали свое уникальное направление в исламе, которое стало заметно отличаться от всех остальных версий учения пророка. Зачем я про все это рассказываю? А за тем, что ассасины не были ни суннитами, ни шиитами. Они вышли как раз из этого вот странного исмаилизма. Во всех книгах про ассасинов исмаилизм обычно называется сектой. Но это не совсем правильно. Если сегодня взять все варианты исмаилизма и посчитать его сторонников,
то получится, что сегодня каждый 10-й современный мусульманин – исмаилит. С современной точки зрения религии это не секта, а вполне самостоятельное и популярное направление в исламе. Но во времена своего появления это действительно было маленьким и радикальным ответвлением от основной религии. То есть ассасины появились как раз из этого направления исмаилизма. И вот именно ассасины как раз были сектой, как организацией во времена своего правления. Дальше я расскажу об этом. А для моей истории важно, что исмаилизм распространялся иначе, чем другой ислам. Он делал ставку на миссионеров. И это тоже интересный факт, который потом будет хорошо заметен в деятельности ассасинов. Вообще надо сказать, что миссионерская деятельность не совсем свойственна исламу. В Коране предлагается совсем иной путь распространения веры. Мусульманские воины приходят на землю войны, завоевывают ее и обращают местных жителей в свою веру. Так гораздо практичнее и понятнее, потому что армия намного убедительнее, чем проповедники. Однако исмаилизму такой вариант не подходит. Он был малочисленной оппозицией шиизму, который сам при этом являлся оппозицией к массовому суннизму. Так что с количеством солдат у исмаилитов было не густо. Поэтому они и стали использовать проповедников, которых рассылает во все стороны имам. Кстати, личность этого имама тщательно скрывалась. Эта концепция скрытого лидера родилась напрямую из истории Исмаила, которого якобы спрятал отец, и продолжалась в истории его сына Мухаммада, который сначала всегда носил в Медине закрывающий лицо шлем, а когда багдадский халиф попытался его убить, он бежал из Медины и жил в Сирии под другим именем. Несколько следующих имамов также были скрыты, никто не знал их имена и где они живут, что оказалось очень выгодным в политическом смысле. Легко было проповедовать о праведном и добром имаме, когда никто о нем ничего не знал, а значит, не имел оснований усомниться в его доброте и праведности. Исмаилитские миссионеры уходили очень далеко и везде основывали новые общины. Они появились даже среди берберских племен Северной Африки. А в начале X века туда бежал имам Убайдаллах аль-Махди, в пользу которого сразу подняли несколько восстаний. Интересно, что сам имам в этом практически не участвовал. Он долго жил под чужим именем и выдавал себя за простого купца. Потом его разоблачили, и финальную часть восстания он просидел под арестом. На свободу он вышел только когда берберы захватили всю территорию Северной Африки и выпустили своего имама. Так на исторической арене появилось государство Фатимидский халифат. Оно включало в себя огромные территории – современный Алжир, Ливию, Тунис и Египет. Ну а теперь пришла пора поговорить о тех самых ассасинах. Что мы узнали о том 300-летнем фундаменте, на котором они базировали свое учение? Во-первых, исмаилизм не секта, а вполне серьезное направление в исламе. Во-вторых, это довольно специфический ислам со скрытыми имамами и проповедниками-одиночками. Это ислам, который преследует и часто исповедует тайну. Все это будет взято на вооружение ассасинами, когда фатимидский халифат рухнет. И своим появлением ассасины обязаны одному человеку – Хасану ибн Сабаху. Он родился примерно в 1050 году в Персии, в семье мусульман-шиитов. Образование он получил очень разностороннее и специфическое – от хиромантии и алхимии до астрономии и геометрии. В молодости он, как и его семья, придерживался самой распространенной версии шиизма, которую сегодня исповедуют в Ираке и Азербайджане. Однако город, где жил Хасан, был местом, где активно велась исмаилитская проповедь. Она находила отклик у местных жителей, поскольку им не нравились завоевавшие Персию турки-сельджуки, которые были суннитами. По очередной легенде, сначала Хасан не хотел отступать от религии своих родителей и спорил с исмаилитскими проповедниками. Однако как-то он сильно заболел и испугался, что умрет, не узнав имени современного ему имама, и попадет в ад. Так что в 17 лет он принял исмаилизм. Хасан быстро стал важным активистом, и его посвятили в тайное устройство этого движения. На самой низшей ступени находился фидаин, или пехотинец. За ним следовал рафик, или невиновный, точнее, товарищ. И, наконец, управлял всем миссионер. Такая же система будет введена Хасаном позднее среди ассасинов.
Хасан стал делать очень успешную карьеру. Он быстро проскочил ступени простого пехотинца и товарища. И вскоре им заинтересовался главный исмаилитский миссионер в Северной Персии, который сделал его своим заместителем. Вскоре он посоветовал молодому Хасану продолжить обучение в Каире. Появилась и еще одна веская причина покинуть родину. Визирь Низам аль-Мульк начал преследовать исмаилитское подполье. Это, кстати, еще раз опровергает легенду Фиджеральда о трех друзьях. Низам был старше Хасана лет на 30, и власть он достиг раньше, чем тот даже успел начать обучение. Низам в принципе ненавидел всех шиитов, а исмаилитов считал среди них самыми опасными. Так что Хасану пришлось из Персии бежать, причем не в сторону Египта, а на север. Сначала в Азербайджан, Армению, а оттуда в Сирию. Из Сирии он перебрался в Палестину и только там, сев на корабль, переплыл в Египет. Это путешествие заняло 2 года, но позволил Хасану хорошо изучить не только север Персии, но и Южный Кавказ с Ближним Востоком. Все это ему потом очень поможет в создании собственного государства. Когда Хасан ступил на египетскую землю, там уже прошли времена расцвета фатимидского халифата. С востока на него наступали турки, с запада его атаковал кордобский халифат. Но гораздо больше проблем исмаилиты создавали сами себе. За 20 лет до рождения Хасана фатимидским халифатом правил Аль-Хаким. Он отказался от традиционной политики веротерпимости и начал преследовать христиан и неправильных мусульман. А ведь во многом из них и состоял государственный аппарат халифата. Так что, если подумать, халиф сам стал бороться с собственной страной. Возможно, Аль-Хаким был не очень здоров психически, во всяком случае в этом были убеждены все его враги. Этот халиф запомнился очень странными законами. Например, один из них предписывал женщинам никогда не выходить из дома, а чтобы заставить подданных этот запрет соблюдать, запретил сапожникам шить женскую обувь. Также халиф решил поменять день с ночью. Он потребовал, чтобы все лавки работали только по ночам, а днем были закрыты. Еще Аль-Хаким приказал перебить в Каире всех собак, запретил продажу меда и приказал вырубить в Египте все виноградные лозы. Возможно, значительная часть этих фактов была выдумана противниками халифа, но нет сомнения, что Аль-Хаким действительно был эксцентричным правителем. И государству это на пользу явно не пошло. Авторитет центральной власти упал в Египте так низко, что когда туда приехал будущий создатель ассасинов, там главным был вовсе не халиф, а армянский наемник. Хасан пробыл в Египте 3 года, закончил обучение и получил статус полноправного миссионера. А еще все это время не тихо-мирно грызся гранит науки, а регулярно участвовал в местных разборках. Это вообще, судя по всему, было в его характере. Еще по пути в Египет его нередко выгоняли из самых разных городов, потому что он то впутывался в интриги, то, условно говоря, вставал на ящик с мылом и начинал всех учить жизни. Так что в Египте Хасан просто продолжил вести себя так, как привык. Только там конфликт был посерьезнее – спор о престолонаследии. У халифа было 2 сына – Низар и Аль-Мустали. По идее, наследником должен был стать старший сын – Низар. Но потом у халифа что-то щелкнуло в голове, он изменил решение в пользу младшего и умер. Что тут началось, вы просто не можете себе представить. Вся элита разделилась на 2 враждующие группировки. Именно тогда и появилось слово «хашишины». Им сторонники Аль-Мустали стали называть сторонников Низара. Как нетрудно догадаться, первоначально этот термин использовался для тех, кто употреблял гашиш, широко распространенный наркотик. Кстати, употребление наркотиков очень плохо, никогда не пробуйте даже. Берите пример с меня, я никогда их даже не пробовал. Это история, это было. И это важная составляющая для понимания рассказа и откуда появилось слово «ассасины». Так вот, если раньше его могли позволить себе только богатые люди, то к XI веку он стал доступен и простым мусульманам. Отношение к его употреблению было неоднозначным. С одной стороны, Коран не запрещает курить его, а с другой, все подсознательно чувствовали, что что-то тут не так. Если пить алкоголь нельзя, то почему можно курить? Ведь и то, и другое туманит сознание. После долгих дискуссий было принято такое решение. Человек с измененным сознанием не может нормально воспринимать ислам. Следовательно, употребляющие гашиш люди – это не настоящие мусульмане, а вероотступники. Именно в таком негативном контексте враги стали называть низаритов хашишинами. Спустя несколько столетий это слово превратится в европейских языках в ассасины и породит массу легенд. Но пока важно понимать, что для ассасинов это не было самоназванием.
Это все равно, что, ну не знаю, какая-нибудь новая политическая партия стала называться партией глупости, смерти и нищеты. Кто за нее проголосует-то? В общем, наш знакомый Хасан ибн Сабах во всех этих спорах участвовал так активно, что был посажен в тюрьму. Однако вскоре там разрушился один из минаретов при мечети. Власти сочли это божественным посланием, выпустили Хасана и отправили на Ближний Восток пропагандировать исмаилизм. Потом эта история получит неожиданный финал. Низар попытается захватить трон, который у него, по его мнению, незаконно отобрали. Потерпит неудачу и окажется в тюрьме, где и умрет. Ну или не умрет, а тайно сбежит, переправится в Персию и присоединится к Хасану в его крепости Аламут. По другой исмаилистской версии Низар все-таки умер в тюрьме, а к Хасану сбежал его сын, тоже тайно. Короче, концепция скрытых имамов никогда исторической ясности не добавляла. Для нас тут важно запомнить, что когда Хасан основал движение ассасинов, то действовал не от своего лица, а как бы от лица тайного имама. И это гораздо лучше объясняет религиозный фанатизм последователей Хасана, чем регулярное употребление ими гашиша. Но к идее собственной крепости Хасан пришел не сразу. После возвращения в родную Персию он стал популярным проповедником на южном побережье Каспийского моря. Им снова заинтересовался визирь Низам и приказал арестовать. Но Хасан вовремя сбежал в горы, и там он пересмотрел стратегию исмаилистского миссионерства. Вся эта идея с тайными организациями работала очень плохо. Шпионы визиря легко находили исмаилитов, внедрялись в их ряды и уничтожали. Хасан решил, что будет разумнее не прятаться, а захватить какую-нибудь горную крепость, которую можно легко удержать и использовать как базу для распространения своего учения. Его выбор пал на замок Аламут. Это было так называемое Орлиное гнездо, расположенное на отвесной скале. Аламут контролировал вход в плодородную долину, населенную преимущественно шиитскими племенами, которые турков не любили. В общем, по всем статьям отличная база. Вот только чтобы стать обладателем неприступной крепости, надо сначала самому захватить неприступную крепость. А как это сделать, если ты находишься внутри враждебной территории, да еще и без армии? И тут на помощь Хасану пришла хитрость. Сначала он отправил туда несколько проповедников, которые обратили в исмаилизм жителей, расположенной под Аламутом деревни. Потом, под видом школьного учителя, переселился и сам Хасан. Он начал часто посещать замок, дружить с охранниками и тайно вербовать их в свою организацию. Спустя 2 года, когда многие солдаты и офицеры гарнизона стали исмаилитами, Хасан и его последователи просто пришли и объявили крепость своей. Они даже благородно предложили выплатить 3000 динаров прежнему хозяину Аламута, и тот был вынужден согласиться, ну иначе его просто убили бы. Так, в 1090 году Хасан ибн Сабах переехал в Аламут и не покидал его следующие 35 лет, вплоть до самой своей смерти. Есть даже сведения, будто он все это время провел в своей комнате и лишь дважды поднимался на крышу, чтобы обратиться к людям. В это трудно поверить, потому что исмаилиты в это время вели очень активную пропаганду по всей Персии и Сирии, и вряд ли Хасан мог успешно руководить этим процессом, не покидая помещения. Однако даже враждебные исмаилитам источники сходятся на том, что Хасан вел очень аскетичный образ жизни и от своих последователей требовал того же. Исмаилиты по его приказу прорыли каналы с водой в окрестностях Аламута, укрепляли стены, свозили в крепость припасы. Также Хасан отослал своих дочерей с их матерью в отдаленную крепость, где они работали наравне со всеми другими женщинами. Этот поступок стал еще одним нововведением. После этого исмаилитские вожди во время военных действий никогда не держали при себе женщин, что существенно отличалось от обычной мусульманской практики. А вот своих сыновей Хасан вообще казнил. Одного по обвинению в убийстве, которое позднее оказалось ложным, а другого по подозрению в употреблении вина. То есть даже не за само употребление, а всего лишь за подозрение. В современных книгах и фильмах об ассасинах обычно рассказывают, что Хасан с самого начала придумал бороться за свою веру с помощью политических убийств. Якобы первые 2 года в Аламуте он потратил на то, чтобы отобрать самых преданных людей и превратить их в хладнокровных киллеров. На эту подготовку современные рассказчики чаще всего и опираются. Ассасины у них выглядят кем-то вроде исламских ниндзя, в совершенстве владеющими боевыми искусствами.
Но, вероятно, этот портрет ошибочен, а к первому убийству ассасинов привела случайная цель насилия. Хасан рассылал миссионеров по всем землям в округе. Где-то их поддерживали, где-то нет. Народ обычно был за исмаилитов, а вот турецкие власти строго наказывали за сотрудничество с ними. Так что местные политические лидеры оказывались перед сложным выбором, когда к ним приходили проповедники Хасана. И вот в одном из городов сторонники Хасана попытались переманить на свою сторону важного священника. Тот отказался и пригрозил пожаловаться властям. Тогда его убили. В ответ на это визирь Низам аль-Мульк приказал схватить местного главного исмаилита. Его казнили, а тело проволокли по базарной площади. Эта позорная смерть вызвала волнение в Аламуте. Хасан поднялся на крышу и призвал своих последователей убить визиря. Сказал он примерно так: «Убийство сего шайтана возвестит блаженство». Из толпы вышел человек по имени Бутахир Арани, положил руку на сердце и заявил, что он согласен. То есть никакой подготовки вообще не было. Первым убийцей-ассасином стал доброволец из народа. После всех этих фильмов и видеоигр про средневековых убийц, виртуозно владеющим оружием и паркуром, это может показаться странным. Однако на самом деле убийце никакой подготовки и не требовалось. Много ли надо тренировать удар кинжалом с близкого расстояния? Самым сложным в такой операции было оказаться рядом с жертвой. Все остальное никаких особых навыков не требовало. Если ассасины чему и учили, так это не боевым искусством, а маскировке, актерству и умению выдавать себя за другого человека. Паркур и фехтование тут вообще ни к чему. Ведь главное оружие ассасина — это глубокая вера в свою миссию. Он шел убивать, чтобы защитить свою религию, и был готов ради этого принести себя в жертву. Так что именно вера, а не боевое искусство делало исмаилитов самыми опасными убийцами своего времени. Впрочем, есть и другая версия причины убийства великого визиря. Скажем так, более прагматичная. Согласно ей, миссия Хасана в Персии заключалась не только в проповеди своей религии, но и в организации восстания местного населения против турков. Захватив базу в Аламуте, исмаилиты стали подбивать окрестных жителей на мятежи. И действительно, вскоре восстания охватили всю Северную Персию. Визирь понял, какая опасность грозит его стране, и послал против Аламута армию. Хасан к нападению оказался не готов. У него был небольшой гарнизон и мало припасов. Однако на помощь внезапно пришли местные жители. Они прорвали осаду и доставили в замок еду. Потом ассасины совершили ночную вылазку и разгромили турецкий лагерь. Армия султана сбежала, а великий визирь вскоре был убит. Мне эта версия кажется почему-то более правдоподобной, чем красивая история про месть. Хасан просто устранил человека, который представлял угрозу его организации. Так крепость Аламут превратилась в серьезную силу, но радоваться было рано. Вскоре ассасины из уважаемого религиозного направления в исламском мире превратились в небольшую маргинальную секту. Причем не по своей вине. Когда Хасан уезжал из Египта, то у него было четкое задание от властей фатимидского халифата – набирать сторонников и поднимать восстание в Персии. Со своей задачей он вполне справлялся, но потом в Египте произошел переворот, и к власти пришли давние противники прежнего халифа, а значит и враги Хасана. Получилась очень странная ситуация. Пока Хасан поднимал в Персии восстание в пользу фатимидов, он вдруг превратился во врага этих самых фатимидов. Теперь он и его последователи стали сами по себе, небольшой религиозной группой, враждующей с властями. И вот когда Хасану пора было грызть ногти от отчаяния, произошло почти что чудо. 2 смерти полностью изменили политическую ситуацию во всей Персии. Через 2 недели после убийства визиря как-то очень вовремя скончался султан. И вдруг вся мощная и великая Сельджукская империя рассыпалась, как карточный домик. Ее ведь создавали тюрки-кочевники, а они воевали не за государство или народы, а за своих вождей. Умер султан, и вся его армия просто разошлась в поисках новых предводителей. И пока наследники султана воевали друг с другом, пытаясь выяснить, кто тут из них главный, их государство разваливалось. А ассасины под шумок начали захватывать одну крепость за другой. Где-то они действовали осторожно, как Хасан в Аламуте. Обращали в свою веру гарнизон, и тот мирно открывал ворота в замок, который должен был охранять. Где-то они убивали местных правителей. Иногда подкупали, иногда запугивали, иногда брали крепость штурмом. К тому времени слух об этой опасной секте широко разошелся по всей округе. Ассасинов начали бояться как чумы, как тайного врага, который только и ждет, чтобы напасть из-за угла.
В некоторых городах эти страхи привели к резне. Местные жители убивали всех, кого подозревали в симпатии к исмаилитам. Но у таких страхов была реальная почва. За все время правления Хасана по его приказу было совершено 49 убийств. И жертвы были не случайные люди, а важные и охраняемые личности. Такая политика помогала Хасану расширять его очень странное государство, состоящее из отдельных крепостей в труднодоступных районах. По сути, это была страна без границ, а разные замки поддерживали связь друг с другом через большую тайную сеть агентов. Вскоре миссионеры исмаилитов отправились в Сирию, и там некоторые крепости тоже стали переходить на их сторону. А в самой Персии ассасины брали под контроль торговые пути, собирали налоги и грабили караваны. Так продолжалось несколько лет, пока в Сельджукской империи шла гражданская война. Но как только она закончилась, то турки все силы направили на ассасинов, которые к тому времени управляли уже огромной территорией и сотней крепостей. Но слышать не хотели про веротерпимость, которая практиковалась в фатимидском халифате. Ассасины упорно пытались обратить в свою веру всех завоеванных. На практике это часто превращалось в убийство ученых, священников, отказывающихся исповедовать исмаилизм. Сельджукские войска отбили обратно несколько крепостей и жестоко расправились с защитниками. Например, с управляющего одним из замков живьем содрали кожу. Но наступление на главную базу ассасинов, Аламут, провалилось полностью, потому что турецкие командиры перессорились друг с другом во время осады и разошлись по домам. Следующая попытка взять Аламут состоялась уже после смерти Хасана, но и она закончилась неудачей. А постепенно вражда сельджуков и ассасинов вообще сошла практически на нет. Исмаилиты из революционной группы, подрывающей основы государства, стали просто еще одним народом, населяющим определенную территорию империи, чьи правительства подчинялись султану лишь формально. Это была обычная практика для сельджуков. Очень многие местные князья признавали власть султана только на словах. Интересно другое. По сути, сектантское государство ассасинов, которое даже возникло случайно, оказалось на удивление стабильным. Все лидеры правили там десятилетиями, без кризисов, престолонаследия и попыток государственных переворотов. И это во времена, когда во всем остальном мире члены правящих династий истребляли родственников направо и налево. В общем, в регионе установился мир, которым был мало кто доволен, но худой мир лучше доброй войны. Особенно, когда на континенте появился новый противник. Пока Сельджукская империя пыталась восстановить силы, откуда ни возьмись приплыли европейцы со своим крестовым походом. Захватили Иерусалим и образовали сразу несколько христианских государств. Если бы крестоносцы прибыли на Ближний Восток лет на 20 раньше или позже, то вряд ли у них получился бы удачный поход. В ослаблении Турецкой империи немалую роль сыграли и ассасины со своими убийствами. Более того, в этой войне они даже не всегда были на одной стороне с другими мусульманами. Такой союз между рыцарями-христианами и мусульманами-сектантами кажется противоестественным, но объясняется просто: и для тех, и для других все вокруг на Ближнем Востоке были врагами, так что помогать друг другу было логичным. Известно множество случаев, когда ассасины, которых мусульмане выгоняли из своих городов, бежали к крестоносцам и находили там убежище, а иногда даже продавали друг другу захваченные крепости. А что там с их основным родом деятельности, с заказными убийствами? Про 49 человек, убитых при Хасане, я уже сказал. К этому нужно добавить 12 человек при втором правителе Аламута и 14 при третьем. Таким образом, за 70 первых лет было уничтожено 75 политических и религиозных лидеров, включая 8 князей. Это, конечно, немало, но все равно даже здесь можно заметить тренд на постепенное снижение убийств. Чем это можно объяснить? Вероятно, снижением радикальности ассасинов и их встраивания в местную систему общественной жизни. В тех случаях, когда нам известен мотив убийства, по большей части речь шла или о самозащите, или мести. Вообще, жертвами чаще всего становились две категории людей: военачальники, возглавлявшие атаки на крепости ассасинов, и влиятельные лидеры мнений, которые выступали против исмаилитов и настраивали народ на борьбу с ними. Также среди жертв почти не было шиитов. Еще одной особенностью, про которую нужно сказать, было то, что ассасины не были безжалостными. Если проблему можно было решить другим образом, не прибегая к кинжалу, то они так и делали. Сохранился рассказ, как настоятель одной из мечетей в городе Рей однажды в своей проповеди предал исмаилитов проклятию. Тогда к нему был послан убийца, который среди ночи
умудрился пробраться к нему домой, и священник испугался и стал умолять о пощаде и поклялся больше никогда не говорить ничего плохого об исмаилитах. Тогда убийца убрал нож, поклонился священнику и дал кошелек с золотыми монетами. Он объяснил, что если священник останется верен своей клятве, то точно такой же кошель будет получать каждый год. Через некоторое время один из учеников этого священника спросил учителя, почему он перестал обличать исмаилитов. На что тот ответил: «О, дорогой друг, просто у них есть неоспоримые аргументы, одновременно и острые, и веские». Кстати, деньги он продолжал получать еще 45 лет и спокойно умер своей смертью. Что касается заказных убийств, то в практике ассасинов встречались и они. Иногда ассасины без лишних вопросов просто убирали противников своих друзей. Один такой эпизод случился с Алеппо и запомнился прежде всего своей курьезностью. В городе был убит один из членов правящей династии, который был прямой угрозой правителю. Убийцу схватили и доставили во дворец, где правитель набросился на него с руганью и требованиями объяснить, за что тот убил его родственника. На что убийца сделал круглые глаза и ответил: «Так ты ж сам нас об этом попросил». Неловко получилось. Поначалу ассасины не брали деньги за подобные услуги и рассматривали их как часть политической стратегии по укреплению своего влияния. Однако позднее, во времена Саладина, ассасины стали брать и чисто коммерческие заказы. Так что, когда наемных убийц называют ассасинами, это вполне исторически обосновано. Считается, что все успешные покушения на правителей крестоносцев были именно заказными. И ассасины совершали их чисто за деньги, без всякой ненависти или вражды лично к христианам. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Но фиг с ним с количеством. Давайте расскажу самое интересное, чего вы наверняка уже давно ждете. А как именно убивали ассасины? Убивали они всегда открыто, при большом скоплении народа, в мечетях и на площадях. Никогда не использовали яд и предпочитали работать кинжалами. Это легко понять, медицинской экспертизы в то время не существовало, и внезапная смерть человека могла быть как следствием болезни, так и отравления. Этим никого не удивить. А вот если человека раз 10 пырнуть ножом, то ни у кого не возникнет вопросов, от чего тот умер, и эффект на зрителей обеспечен. Считается, что после совершения убийства ассасины не убегали, а оставались на месте, словно роботы, завершившие миссию. На самом деле это не совсем так. Известно немало случаев, когда убийцам удавалось скрыться или они были убиты при попытке убежать. Но большинство из них действительно не пытались скрыться, предоставляя врагам делать с собой что угодно. Разработанное Хасаном учение объясняло, что после выполнения своей миссии ассасин обеспечивал себе место в раю. Поэтому какой смысл жить дальше, если ты уже все достиг? Известны истории, что матери ассасинов радовались, когда те уходили на свои смертельные задания, и плакали, если сыновья возвращались живыми. Но начиная с последней трети 12 века террор ассасинов практически сходит на нет. За целых 90 лет от их рук погибло всего 4 человека, а их государство уже мало чем отличалось от владений соседних правителей. Если не считать, конечно, отсутствие территориального единства. Но чем меньше становилось убийств, тем больше становилось легенд. Исмаилиты, ассасины, были очень закрытой сектой, с разными ступенями посвящения, и посторонние имели слабое представление о том, что вообще у них происходит внутри. Совершаемые ими преступления поражали воображение современников и заставляли придумывать различные объяснения такого странного поведения. Сначала этим занимались мусульмане, потом их байки подхватили и разнесли по свету европейцы. Почти все, что мы сейчас представляем при слове «ассасин», это отголоски тех средневековых слухов. Давайте я разберу самые известные из них. Первое. Ассасины упарывались гашишом. К моменту расцвета ассасинского государства все уже давно забыли, почему их стали называть хашишини. Что это по сути было оскорбление, придуманное их политическими противниками. Теперь все считали, что сектанты курили гашиш, отправляясь на свои убийства. Иначе чем еще можно объяснить их фанатизм и стойкость? Но, скорее всего, это неправда. Нет ни одного свидетельства употребления ассасинами любого вида наркотиков. Это была секта аскетов. Они не только не курили траву и не пили вино, но и не слушали музыку. Да и какой дурак отправится на опасное задание накуренным? Вторая легенда ассасинов связана с особыми методами подготовки новобранцев. Якобы главный упор делался на внушении им веры в сверхспособности лидера ассасинов. Для этого добровольца помещали в яму,
которую накрывали доской с отверстием для головы. Новобранцам демонстрировали якобы лежащую на полу отрезанную голову, которую глава секты своей магией заставлял говорить. Потом слуге реально отрубали голову и показывали ее ученикам в доказательство, что все вот без обмана. Есть другой вариант этой легенды, где похожего на главу секты раба сжигали живьем, а на следующий день перед учениками представал сам лидер культа, живой и невредимый. Все это звучит жутко и необычно, но на самом деле в дошедших до нас текстах ассасинов нет ни слова про методы подготовки учеников. Не упоминают ничего такого и современники ассасинов. А все эти увлекательные истории появились в Европе спустя несколько столетий после гибели секты. Третья легенда про ассасинов объединяет в себе первые две. Там новичка сначала накуривают, а потом в таком состоянии переносят в тайное место, журчащей водой посреди пустыни, зелеными деревьями и красивыми девушками. Там он проводит несколько приятных часов, потом снова засыпает, его, возвращают назад в замок и объясняют, что показали ему тот самый рай, куда он сможет вернуться навсегда. Если, разумеется, выполнит задание главы секты. Это прям стопроцентный миф. У него даже известен источник. Это арабский художественный роман Сира Хаким. То есть буквально выдумка средневекового писателя. Но европейцы почему-то восприняли этот роман как документальную хронику. Вероятно, в этом был виноват знаменитый путешественник Марко Поло, который побывал в районе Аламута спустя 17 лет после разгрома секты. Неизвестно, что ему там вообще рассказали местные жители, но бойкий итальянец переработал их слова в соответствии с европейскими представлениями о чувственном рае мусульман, где невероятно прекрасные гурии доставляют проповедникам неземные наслаждения. Такая эротическая история стала в Европе очень популярна, и все последующие авторы радостно переписывали ее друг у друга. Ну и, наконец, четвертая легенда – это прыжок веры. Да, это не выдумка авторов знаменитой игры. Здесь они опирались на настоящий исторический факт. То есть как факт. Существует история про встречу короля крестоносцев и лидера ассасинов под Аламутом. Крестоносцы стали хвалиться, что у них огромная армия, и они могут запросто захватить крепость. На что глава секты ответил, что сила армии определяется не числом воинов, а их готовностью к самопожертвованию. После чего сделал знак рукой, и стоявший рядом ассасин, не задумываясь, спрыгнул со стены и разбился насмерть. Но это, конечно, тоже чистая байка, а ее корни идут аж из античного древнегреческого сочинения об Александре Македонском. Там Александр, тоже желая показать, насколько ему преданы солдаты, приказал нескольким из них броситься в ров у крепостной стены. Совершенно бессмысленная смерть ради чужих понтов. Но давайте вернемся от легенд к реальной истории. В 1162 году к власти в Аламуте пришел Хасан II. Государство ассасинов к этому времени уже сильно изменилось. Первоначальная священная война, когда они бросали вызов всему мусульманскому миру, выродилась в бесконечные грабительские набеги и стычки из-за личных конфликтов. Второе, третье поколение сектантов еще верило в первоначальные идеи культа, будто они расчищают почву для пришествия скрытого имама, но уже не могло не замечать разницу между священными идеалами и суровой реальностью. Поэтому Хасан II решил реформировать секту. Он объявил о 3 нововведениях. Во-первых, отныне никаких скрытых имамов больше не будет. Теперь он сам становится и халифом, и имамом. Во-вторых, он отказался от соблюдения шариата. В-третьих, провозгласил начало конца света и воскрешение мертвых. Вас сейчас, наверное, больше поразил 3-й пункт. Это как нужно накуриваться, чтобы такое вообще ляпнуть? Сразу возникает сомнение в трезвом уме этих чуваков. Но вот для их современников тут ничего удивительного не было. Хасан имел в виду воскрешение в духовном смысле, и это не входило за рамки обычного исмаилитского богословия. А вот первые 2 пункта вызвали среди ассасинов очень сложный букет эмоций. От непонимания до паники. Назвав себя имамом, Хасан в глазах многих сторонников совершил государственный переворот и сверг законного правителя, тайного имама. Пофиг, что на самом деле никакого тайного имама никогда не существовало. Ассасины свято верили, что он был, а отказ от шариата означал вообще отказ считать себя частью мусульманского мира, в котором вообще-то все живут по шариату, и сунниты, и шииты. Все это было так радикально, что через 1,5 года Хасана II убили собственные родственники. Однако его реформу не отменили. Таким образом, оставшиеся ассасины замыкались в себе и полностью превращались из грозной силы, которая бросала вызов всему миру,
в малопонятное маленькое государство, которое пыталось просто выжить. Исмаилистская агрессия резко снизилась. Убийства и набеги на земли суннитов и шиитов почти прекратились. Но так было только в Персии. История же сирийского отделения секты развивалась иначе. Туда Хасан II отправил своего друга по имени Рашид ад-Дин Синан. Потом именно он станет наиболее известен европейцам. Если в Персии суннитское государство было слабым и раздробленным, то на Ближнем Востоке наоборот. Шел процесс объединения суннитских земель под властью одного правителя. Этим правителем был Салах ад-Дин. К тому же туда продолжали прибывать тысячи европейцев, совершающих на мусульман постоянные нападения. Христиане начали создавать рыцарские ордена, постепенно ставшие для ассасинов главными врагами. Забавно, что теперь секту ассасинов на Западе часто называют орденом ассасинов. Сами они вряд ли пришли бы в восторге от такого сравнения. Враждовали ассасины, темплиеры, госпитальеры и прочие братья-рыцари, в основном из-за крепостей. И те, и другие придерживались стратегии опоры на укрепленные замки, а значит были вынуждены постоянно из-за этих замков воевать. В 1140 году ассасины захватили самый большой замок в своей коллекции – Масиаф, но долго радоваться им не пришлось. Через 2 года граф Триполи отдал ордену госпитальеров расположенную неподалеку крепость Крак. На протяжении нескольких последующих лет крестоносцы и исмаилиты боролись за обладание крепостями в этой области. Борьбу эту ассасины проиграли и были вынуждены согласиться на выплату крестоносцами дани. Слабым утешением для них послужило убийство графа Триполи, создавшему секте такие вот проблемы. Но еще больше трудностей у них возникало с суннитскими правителями, особенно с Саладином. Он вообще стал самым сильным лидером исламского мира. Сначала Саладин сверг власть фатимидов в Египте, а потом взял власть в Сирии. Свою огромную державу он решил зачистить от десятков мелких сект, и в первую очередь от ассасинов. Он пошел в поход на крепость Масиаф, взял ее в осаду, а потом там случилось что-то странное. По легенде, я уже устал считать какая-то по счету. Однажды утром Саладин проснулся и обнаружил воткнутый в подушку, мать его, кинжал и записку. Мол, в следующий раз этот кинжал окажется в груди султана, если он не свалит. И Саладин так перепугался, что приказал срочно отступать. На самом деле, в истории ассасинов есть штук 5 похожих эпизодов про кинжал и подушку, которые рассказываются про разных правителей и разные времена. Очевидно, это еще одна байка. Тем не менее, Саладин действительно не стал штурмовать крепость, а ушел. Вопрос почему? Можно предположить, что на самом деле все было проще. Масиаф — это огромный и неприступный замок, который находится в пустыне без еды и воды. Видимо, Саладин просто понял, что и штурм, и осады закончатся его поражением. Поэтому он решил с ассасинами договориться. И они так прекрасно договорились, что вскоре ассасины начали убивать врагов Саладина. Именно его заказом объясняется убийство иерусалимского короля Конрада Монферратского в 1192 году. А после заключения мира с крестоносцами Саладин настоял прописать там защиту интересов сирийских исмаилитов. Короче, несмотря на все религиозные разногласия, политики всегда смотрели на происходящее прагматично и были готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Сирийские ассасины заняли свою нишу между крестоносцами и мусульманами, сумев сохранить независимость от обоих врагов. Ко времени смерти своего лидера в 1192 году исмаилиты продолжали платить дань христианам, обмениваться с ними посольствами, а их территория попала почти что в неразрывное кольцо христианских земель. Так что, по-видимому, они вели больше дел с европейцами, чем с мусульманами. Это было удобно, потому что после убийства короля Конрада крестоносцы стали очень бояться ассасинов. Известно, что французский король Филипп Август отправил к ним посла только для того, чтобы получить обещание, что они не станут нападать на него по заказу Ричарда «Львиное сердце». И поверил в собственную безопасность только когда получил официальный ответ. Так что эта древняя мусульманская секта одно время даже играла заметную роль в европейской политике. Хотя сама ни на что не претендовала. Да и не могла претендовать. Но хороший пиар сделал свое дело. Ярким событием тут стал эпизод с судом над английским королем Ричардом Львиное сердце. Тот был захвачен в плен, когда возвращался из Третьего крестового похода. Кроме всего прочего, его обвинили, что он нанял ассасинов для убийства Конрада Монферратского. Утверждалось, что убийца под пытками назвал Ричарда заказчиком преступления. Тогда глава ассасинов лично написал письмо императору Священной Римской империи, в котором заявил, что Ричард это убийство не заказывал. Сейчас это письмо многими учеными считается
подделкой, но тогда оно произвело на всех огромное впечатление. И все же, несмотря ни на что, влияние ассасинов быстро таяли. Шестой правитель Аламута, Хасан III, был вынужден отказаться от всех прежних религиозных принципов. Он находился под таким влиянием соседей суннитов, что вернул шариат и построил в Аламуте мечеть. Эта потеря религиозной самостоятельности выиграла для ассасинов еще несколько лет свободного существования. Но будущего у них уже не было. С востока к их земле приближались монголы. Интересно, что сначала их нашествие вызвало последний рассвет Аламута. К ассасинам от монголов бежали ученые, философы, ремесленники, которые начали очень быстро развивать архитектуру и науку исмаилитов. Хасан III пытался договориться с монголами и отправил к ним несколько посольств, но безрезультатно. Следующий глава ассасинов, Ала ад-Дин, решил действовать по старинке. Отправил 40 убийц в Монголию с приказом убить хана, но ни один не смог добраться до цели. Зато дали монголам отличный повод ненавидеть ассасинов и желать их уничтожить. Впрочем, может, никаких 40 убийц и не было. А против ассасинов монголов настроили персидские мусульмане-сунниты. Как бы там ни было, результат один. В принципе, ассасины еще долго могли держаться в своих горных крепостях, как они это уже не раз делали. Возможно, они даже сумели бы пережить нашествие, но в итоге похоронили себя сами. Непримиримого борца с монголами Ала ад-Дина сверг его сын Хуршах. Он был уверен, что воевать ни к чему, и с монголами можно договориться как бы. Хуршах добровольно открыл ворота в Аламут и приказал другим крепостям сделать то же самое. Так монголы без боя заняли 200 хорошо укрепленных горных замков, а Хуршах под конвоем отправился в Монголию на переговоры. Однако монголы ни о чем договариваться не собирались. Как только они вошли в города, то хан тут же приказал всех ассасинов перебить, а их крепости разрушить, что и было сделано. Монголам стоило больших усилий развалить крепкие стены Аламута. А кроме стен они еще и сожгли большую библиотеку ассасинов. В 1275 году остатки секты сумели на несколько месяцев отбить Аламут, но возродить его они были не в состоянии. И вскоре замок снова был захвачен. На этом история ассасинов закончилась навсегда. А мы получили красивую историю про неуловимых убийц, дворцовые интриги и наркотики, которая до сих пор будоражит умы миллионов людей и приносит Ubisoft'у миллионы долларов. Всего хорошего. Также хочу сказать спасибо всем подписчикам Бусти и Патреона. Отдельная благодарность подписчикам Рокфеллер. Это Билли Хэрингтон, Джонатан Бродский, Владислав Яковлев, Виталий Самсонов, Гео Паникер и Виолан де Мортус.